мероприятие биржи ресурсов проходит уже не первый раз. Встречаемся мы уже третий раз, кстати, и третий раз у нас все больше заявок, что очень нас радует. Мы назвали биржу ресурсов местом, где встречаются партнеры. Почему мы так сделали? Сейчас вот как раз об этом я и поведу речь. 13 лет я занимаюсь тем, что строю бизнес-сети, и заметила, что когда компании, либо люди, либо системы хотят вырасти, то они к себе привлекают максимальное количество ресурсов. И обычно принято считать, что инвестировать или заимствовать можно только материальные активы. Однако есть такое понятие, как нематериальные ресурсы. И они уже у вас есть, вы их просто на данный момент, может быть, не видите, не оцениваете, не инвестируете, не монетизируете, просто потому что деньги у нас на данном этапе развития общества является единственным мерилом ценности, и это единственное мерило цены. Поэтому эти ресурсы, как правило, они не видятся и не замечаются. Но эти ресурсы, они нужны бизнесу. Те нематериальные ресурсы, которыми вы обладаете как личности, которыми вы обладаете как команды, которыми вы обладаете как бизнес-единицы или как самозанятые. И к этим нематериальным ресурсам, за которыми охотится бизнес, к ним относится информация, связи, отношения с определенными целевыми аудиториями. Это бизнес-опыт в различных моделях, это ваша экспертиза, которая может быть абсолютно в различных областях. И чем качественнее нематериальные ресурсы, которые бизнес к себе привлекает, тем он больше зарабатывает. Если бизнес больше зарабатывает, значит у всех больше работы. Если у всех больше работы, значит и у других бизнесов тоже больше заработков, значит у нас экономика идет вперед. В какой форме можно передать свои нематериальные ресурсы бизнесу? Вот об этом мы тоже сегодня будем говорить. И есть три таких ярких, выраженных, принятых способа передачи своего нематериального ресурса бизнесу, который, в свою очередь, и ведет нашу экономику. Да? Первый вариант – стать наемным сотрудником, получать заработную плату. По этому варианту идет достаточно много людей. Это нормально, это понятно, это стабильно. Можно получать зарплату по трудовому договору с социальными различными страховками. Второй вариант – можно стать самозанятым и получать оплату попроектно, по договору. Здесь есть нюанс, что это не очень стабильно, но зато вы можете работать с большим количеством компаний, то есть не с одной 24/7, а с большим количеством. И это нормальное явление для самозанятых. Есть третий общепризнанный способ получать прибыль или дивиденды от своего бизнеса, согласно уставным документам вашей компании. Это тоже не очень стабильно, особенно в постпандемическое время. В этом случае вы становитесь уже собственником предприятия. И вот в этих трех шаблонных плоскостях принято свои нематериальные ресурсы монетизировать. Но мы, как организаторы интеллектуального коворкинга, нашли еще четвертый способ. Конечно, мы были не первыми, кто это сделал, просто мы одними из первых об этом заговорили. Есть четвертый способ монетизировать свои нематериальные ресурсы, а именно стать бизнес-партнером, так называемым инвестором нематериальных ресурсов. Не обязательно вкладывать только капитальные вложения, не обязательно делать только капитальные вложения, вкладывать только деньги. Можно получать долю от прибыли стороннего бизнеса по инвестиционному соглашению, по товарищескому соглашению. Мы об этом тоже сегодня будем говорить и не раз. И если применить все способы монетизации своего нематериального ресурса, можно понять и представить, что каждый человек может себя как личность, как эксперта, как предпринимателя, как бизнесмена масштабировать. Почему? Потому что ваша экспертиза, ваши технологии, ваши умения, вы можете их вкладывать, и вы можете ими управлять вне зависимости от того, где вы находитесь. Но для того, чтобы стать инвестором нематериальных ресурсов, к этому нужно еще подготовиться, друзья. Сейчас, я уверена, каждый из вас сидит и думает: классно, если я являюсь носителем нематериальных ресурсов, дай-ка я сейчас пойду, найду на бирже ресурсов себе партнера, найду-ка я кого-то, с кем я буду сейчас партнериться, и вложу-ка я в него свой нематериальный ресурс. Это все здорово, друзья, но к этому нужно еще подготовиться.
Обратите внимание на так называемую карьерную лестницу инвестора нематериальных ресурсов. Почему я об этом сейчас именно говорю, в начале нашего мероприятия? Говорю я потому, что эти уровни мы сегодня тоже будем определять. Эти уровни определяются тем, сколько вы уже вложили времени, капитала в то, чтобы вырастить свой нематериальный ресурс. Сколько стоит и насколько глубоко ваше познание. Об этом мы тоже сегодня будем говорить. И вне зависимости от того, в каком вы статусе, от наемного сотрудника до предпринимателя или бизнесмена, ваш нематериальный ресурс можно оценить, и ваш нематериальный ресурс можно вложить. Так вот, карьерная лестница инвестора нематериальных ресурсов, она включает в себя 3 шага. Первый шаг – это, как правило, специалисты, это наемные сотрудники, как правило, и их формат сотрудничества с бизнесом, как мы уже поговорили на предыдущем слайде, это зарплата по трудовому договору. Есть второй, более такой прокачанный вид потенциальных инвесторов нематериальных ресурсов – это профессионалы. Они, как правило, самозанятые, они работают с бизнесом по договору услуг, к которому они, собственно, имеют возможность получать свои оплаты за результат. И есть третий способ, третий, точнее, статус в этой карьерной лестнице – это эксперт. Вот эксперт более всех готов стать инвестором нематериальных ресурсов в сторонний бизнес. Это может быть бизнесмен, предприниматель, и он может вкладывать нематериальные ресурсы не только в свой бизнес, а в сторонний. И чем больше бизнесов он сможет прокачать, или чем большему количеству бизнесов может отдать свои нематериальные ресурсы, свои ноу-хау, знания, свои разработки, тем больше у него возможностей в этих бизнесах получить миноритарные небольшие доли. Например, ему подходят такие форматы сотрудничества с бизнесом, как внешний совет директоров, как управление на аутсорсе в статусе наставника-практика, внешнего управленца с командой, если у него нет еще, например, бизнеса, и миноритарного партнера. Собственно, подходя к итогу, что делать со всем с этим, друзья? Вот об этом мы сегодня будем говорить и разбираться. Что мы сегодня будем делать? Мы сегодня с вами увидим нематериальные ресурсы, в первую очередь кейсов тех людей, которые сегодня к нам придут. Вторым способом мы поговорим о том, как считать стоимость своих ресурсов. Кстати, все, кто останутся до конца мероприятия, вы получите в подарок калькулятор ресурсов, на котором вы самостоятельно сможете посчитать. Затем мы поговорим в каждом кейсе о том, куда вкладывать свои ресурсы, оценим портрет компании, в которой можно инвестировать свой нематериальный ресурс. Дальше, 4, 5, 6 шаг, который здесь уже написан на слайде, мы сегодня на передаче сделать не можем, но зато мы сможем проектировать